Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер, налоговый консультант. И сегодня я хочу с вами поговорить о налоговых скидках для новых репатриантов и связать, то есть каким образом изменения 2022 года, они очень положительно влияют на налоговые скидки для новых репатриантов, в частности, и для тех, которые переводят бизнесы из России, и почему я именно так это связываю. На самом деле, то есть с 24 февраля все, что происходит в России, в центре мирового внимания по понятным причинам, и новая мобилизация, то есть это, скорее всего, еще больше увеличит желание, значит, новых репатриантов приезжать в Израиль из России, хотя и до этого времени, в общем, был пик, и, значит, по сравнению с предыдущими годами, то есть возросла, значит, новые репатрианты, то есть в несколько раз больше и больше приезжает в Израиль по сравнению с предыдущими годами. Значит, перейдем к налоговым скидкам. Налоговых скидок на самом деле существует две основных, и я постараюсь вкратце это объяснить. То есть, первое, это касается известного 10-летнего освобождения от налогов. Причем очень важно понять, что идет речь именно о пассивных доходах из-за границы, то есть это может быть съем помещения, дивиденды, работа за границей, и причем это многие не знают, это очень важно понять, что это не распространяется на работу из самого Израиля. То есть если вы из Израиля работаете на заграничную компанию, то эта, значит, льгота, она не распространяется. Вторая и очень важная льгота – это налоговые баллы, которые были всегда. Вот, для новых репатриантов. Что сделали в 2022 году? То есть их увеличили. Что такое налоговые баллы? То есть это налоговая скидка. Один налоговый балл – это скидка 2700 где-то шекелей в год. То есть вы на 2700 шекелей в год, если у вас есть дополнительный налоговый балл, платите меньше налогов. Значит, что было сделано? То есть до 2022 года, значит, первые 18 месяцев было 3 налоговых балла дополнительных для новых репатриантов, следующие 12 месяцев 2 и следующие 12 месяцев 1. В 2022 году добавили дополнительный год для новых репатриантов, но то, что важно и очень важно, что они изменили порядок времени. Почему? Потому что многие, во-первых, то есть это хорошо вообще, то есть что увеличили срок получения этих налоговых льгот. И второе, что та проблема, которая была, я видел это как аудитор, что подавляющее большинство новых репатриантов, они не могли реализовать эти налоговые скидки, эти налоговые баллы по той простой причине, что первые годы зарабатывали мало, перевести это на более позднее время невозможно, и поэтому, то есть, эти налоговые скидки пропадали. Теперь, то есть, первый год дают один дополнительный налоговый балл, а начиная, значит, с конца первого года на 18 месяцев дают, значит, 3 налоговых балла. И таким образом, то есть, это отодвигается. То есть, у человека есть возможность раскрутить свой бизнес. Вот, и уже когда он начинает зарабатывать, получить максимальную налоговую скидку, действительно ее реализовать. Теперь, каким образом это связано с переводами бизнесов из России? То есть, на самом деле, у меня за последние полгода есть порядка уже, наверное, больше 5 бизнесов, то есть люди, у которых были бизнесы, которые начали бизнесы в Израиле, перевели, значит, бизнесы из России.
Вот, и я говорю о людях, то есть в отличие, скажем, от моей Алии, то есть когда я приехал 30 лет назад, и мы понятия не имели, что происходит, то есть это люди, у которых были бизнесы, которые знают, как развивать бизнесы, и поэтому для них вот эта реализация налоговых скидок, и именно то, что со второго года начинается максимальная налоговая скидка на налоговые баллы, то есть это очень важно, потому что люди быстро понимают и быстро входят, значит, в израильскую бизнес-экосистему, у них хороший опыт, и на самом деле эти люди, то есть они реализуют действительно, в отличие, скажем, от репатриантов, которые приезжали сюда 30, 20, 10 лет назад. То есть очень многие, они реализуют действительно вот эти налоговые баллы по максимальной. И именно вот это, так сказать, то, что максимальные налоговые баллы начинаются, максимальная налоговая скидка начинается именно после года пребывания в Израиле. Потом, опять же, то есть есть возможность для всевозможного налогового планирования, то есть вложения денег за границу и, опять же, реализации этих налоговых льгот. Понятно, что люди, у которых есть деньги, люди, у которых есть, значит, большой опыт работы в бизнесе, то, естественно, после налогового планирования и налоговой консультации с аудитором, то есть они могут, в отличие от, значит, предыдущих волн Алии, реализовать максимально налоговые скидки и то, что было сделано, значит, государством, то, что было дано в 2022 году. Всего доброго, с вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Шаббат шалом, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Всех благ!